Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о клавиатуре с наиболее комфортным для всех лейаутом. И это 75%. Это новая версия клавиатуры AK 5075, которая называется 5075S VIA. В отличие от своего предшественника, 5075 обладает рядом особенностей, но об этом после краткого обзора комплектации и о используемых материалах. В комплект входит сама клавиатура, черный кабель, кофр от пыли для того, чтобы ее накрывать с момента, когда вы уезжаете куда-то или еще что-нибудь подобное. Я, честно, не понимаю, зачем нужны кофры от пыли, но окей. Кей-пуллер, свич-пуллер и запасные гаскеты. Ну и также инструкция на китайском. Поликарбонатный плейт для большей гибкости и корпус из АБС пластика. Также приятной частью данной клавиатуры является наличие кноба, ну или по-простому крутилки. Штука приятная, можно настраивать громкость звука, останавливать музыку. Ну, по крайней мере, этим ограничено мое сознание по использованию кноба. Эта клавиатура обладает гаскет-маунтом с силиконовыми проставками. Флекс клавиатуры сложно назвать чем-то выдающимся, так как здесь он не слишком высокий из-за высокого угла наклона самой клавиатуры. Толщина корпуса в наименьшей точке составляет 2 см, в наивысшей 3,5 см, ширина ее 14,3 см и 33 см длина. Ну и вес в сборе данной клавиатуры 1 кг и 175 граммов. Также, если продавливать на клавиатуру в нижней части, где пробел, то создается ощущение, что она дотрагивается до нижней части корпуса. Это легко пофиксить, вы можете проложить туда небольшой кусочек порона или подобного мягкого материала. Стабилизаторы стоят Double Shot POM TPU. Также есть поддержка PCB Screw Instable, что несомненно приятно. Шумка между платой и плейтом — это силикон. Также силиконовая проставка встречает нас и на дне корпуса. Однако шумоизоляция не покрывает дно корпуса полностью. Это сделано для более свободного пространства внутри него, так как там его, очень мало. Ну а на поверхности PCB нас встречает свитчпад из AXPE. Итак, вернемся к ее особенностям. Южный диод, что очень важно, как я уже успел убедиться. Вкратце, кейкапы Cherry профиля ряда R2 на южном диоде имеют особенность задевать корпус переключателя, что не особо приятно, так как от этого портится звук центрального ряда. Столкнулся я с проблемой интерференции, связанной с северным диодом, на Алисе. Да, это моя основная клавиатура. Первый сет кейкапов по удачному стечению обстоятельств не имел вообще никаких проблем с интерференцией. Но как-то мне под руку попались другие кейкапы Cherry профиля, и вот они уже упирались в центральном ряду, и это было очень грустно. Поэтому надеюсь, что в скором времени AK сделает новую версию Алисы с южным диодом. Может даже, не знаю, алюминиевый кейс, что-нибудь. Ладно, вернемся к 5075. Как же проверить, есть ли интерференция? Берете свич. Вот видите, вот эта вот сторона, которая более толстая. Эта сторона является внешней для северных диодов. После этого берете бумажечку, засовываете ее между кейкапом и свечом. И при надавливании не должно быть такого, что бумажечка застревает. Там нету места, и сам кейкап соприкасается с корпусом свеча, что портит звук, в принципе плохо. Но если вы повернете этот свич в другую сторону, то эта проблема полностью исчезает. И, соответственно, бумажка выходит без каких-либо трудностей. Южный диод означает, что расположение диодов с нижней стороны. В южном диоде толстая сторона свеча находится с верхней части, в северном с нижней. Поэтому, когда вы покупаете клавиатуру для кастома, для сборки, для чего угодно, вам нужно проверить, какой у нее диод и какие вы кейкапы берете. То есть, если вы берете клавиатуру на северном диоде, берете Cherry профиль, будьте готовы к тому, что у вас будет интерференция, которую нужно будет пофиксить. Исправить интерференцию возможно, этот метод довольно варварский и не совсем удобный и тому подобное. Короче, вам нужно в крестовину кейкапа просунуть небольшой кусочек бумажки и добавлять бумажку до тех пор, пока вы не избавитесь от звука того, что кейкап долбится об свич. И да, у этой клавиатуры отличная подсветка. Разумеется, подсветка самих кейкапов и так называемый сайт LED, при котором клавиатура, когда лежит на столе, подсвечивает сам стол.
Полная поддержка QMK VA, то есть на данной клавиатуре можно легко поменять раскладки, создать дополнительные слои и прочие махинации. Например, полностью заменить ряд F-клавиш на более функциональные кнопки, например, переключение треков, открытие браузера, все ограничивается лишь вашей фантазией. В данный момент QMK проходит сертификацию, поэтому необходимо загружать исходный код по ссылке в описании. Что насчет цены? Стоит данная клавиатура со всеми этими фишками всего 5500 рублей. На данный момент это лучшая база 75% клавиатуры в данном ценовом сегменте. Учитывая все ее особенности и фишки, это просто лучшее, что вы можете купить за эти деньги. Но по моему промокоду в описании вы получите небольшую скидочку. Что насчет сборки? На этот раз я решил использовать лично для себя совершенно незнакомые мне раньше компоненты. А это линейные Silent переключатели Akka Haze Pink. Оказывается, многим важна тишина при печати на клавиатуре в ночное время суток или просто кому-то может не очень нравиться звук механических переключателей. Поэтому я решил попробовать что-то тихое. А также эти свечи выбраны специально для тех, кто говорит, что моя мембранка за 200 рублей значительно тише, все эти ваши механики шумные, громкие. How dare you? Но по ощущениям они значительно тяжелее из-за наличия силиконовых демпферов, что является главной особенностью Silent переключателей. Именно из-за силиконовых демпферов появляется дополнительное сопротивление в нижней точке, которое составляет 58 граммов. Материалы самого свеча. Хаузинги выполнены из поликарбоната, стем из помпластика. Что насчет кейкапов? Я выбрал новые PBT-PC кейкапы от тех же Akka профиля ASA, которые идеально подходят для данной клавиатуры. На мой взгляд, это отлично подходит для клавиатуры с большим количеством подсветки. На верхней части из PBT пластика располагаются рисунки, нанесенные сублимацией в стиле мороженого. А почему бы, собственно, и нет? Глядя на эти кейкапы, их хочется съесть. Профиль ASA — это фирменный профиль кейкапов Akka. Стоит учитывать, что он довольно высокий относительно остальных профилей кейкапов, но в основном звук с данным профилем получается наиболее глубоким. К сожалению, один из кейкапов, а именно буква U, получилось чуть ниже остальных. Причина в том, что, видимо, при изготовлении перепутались профили, из-за чего U стало профилем как A. Ну, в общем, косяк не страшный, благо есть дополнительные клавиши, и на это место можно поставить любую другую альтернативную кнопку. Но все равно обидно. Перейдем к моддингу. Корпус не закручены винты и крепится на защелках, поэтому рекомендую для вскрытия использовать пластиковую лопатку или, может быть, стек от пластилина, если у вас есть младшие братья, ну или сестры. Все-таки не хотелось бы повредить корпус какой-нибудь отверткой, ну это просто не особо приятно. Что же я сделал с клавиатурой? Сделал тейп-мод, не доходя до подсветки, чтобы ее не перекрыть. Смазал переключатели. Обратите внимание, что так как это Silent переключатель с резиновой проставкой, то нужно избегать мест, где может соприкасаться силиконовый демпфер. В ином случае может возникнуть резиновый призвук у переключателя. Поэтому я просто смазал все пружины 105 маслом и нанес немного 205 смазки на стемы. Смазал стабилизаторы 205 хаузинги и стемы, скобы Permatex. Вот вам звук до моддинга и после. Честно сказать, я вообще не являюсь любителем тихих механик, но для ночного гейминга или работы в офисе, думаю, идеальный вариант. Поэтому возьму для себя на заметку, что Silent — это реально Silent. Это отличная клавиатура для тех, кому необходим 75% формат за небольшую стоимость. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, потому что у нас 450 подписчиков. А это мало, мы стараемся. Ну и до скорого.